Добрый день. Заполните анкету, пожалуйста. Заполните анкету, пожалуйста. Какой у вас вопрос к регрессии? Меня интересует мое предназначение. Какой у вас вопрос к регрессии? Слушайте, да, все банально. Просто хочу узнать свое предназначение. Всем привет, мои дорогие предназначенцы и предназначенки. Годы идут, а тема все одна и та же и не меняется, поэтому решила записать видео. Значит, первый вопрос, какой вы себе должны задать, если вас волнует тема предназначения, а почему она вас волнует в момент здесь сейчас, да? Почему именно этот вопрос, а не другой? Так как сейчас у людей появилось очень много свободного времени и очень часто им нечем заняться, вы уже там и половину марафонов прошли, и на гвоздях постояли, и на рапе сходили, и думаете, вот где еще не был, не была, да, чем бы еще заняться, вот не знаю, еще на регрессии не была, надо еще туда сходить. Ну и вот начинается, приходит человек, начинаешь у него спрашивать, что, зачем пришел, он вообще сам не понимает, чего пришел. Поэтому первый вопрос, зачем вам это надо, да? Почему этот вопрос вас интересует? Нечем заняться? Почитайте книгу, займитесь своим образованием, родителей навестите, дома уберите, прогуляйтесь. В общем, найдите себе какое-нибудь полезное занятие. Второй вариант, если действительно этот вопрос вас волнует, давайте разбираться дальше. Значит, что такое предназначение? Из Википедии. То, что человеку предназначена либо судьба. Ну, такое очень общее и размытое понятие, согласитесь. Но если вы посмотрите на него вот с этой канвы, да, то есть в суть слова вникнете, вы поймете, что где регрессия, а где судьба, да, и то, что человеку предназначено. Но это вам больше к тарологу надо, да, который вам карты раскинет на ближайшее будущее и скажет, чем вам заняться, если не знаете сами чем, да. Книгу почитать или прогуляться. Почему такое общее размытое понятие? Потому что основное, зачем душа приходит в физический план, это получить опыт, получить разный опыт в разных сферах. И опыт этот засчитывается только тогда, когда он получен спонтанно. То есть не тогда, когда вы готовились, да, это не случай того, как вы экзамены в школе сдаете, где нужно готовиться, да, жизненный опыт засчитан, считается тогда, когда вы отреагировали, то есть прошли этот опыт, среагировали на него именно спонтанно, да, вот, допустим, сказали вам, что завтра будет девушка стоять, а ей снег в башка попадет, да, вам нужно ее спасти, и вы уже встоите там в 12:00, ждете ту девушку, смотрите на крышу, то есть уже слова заготовили, все такие уже, что будете делать, что говорить, и этот опыт вам, конечно же, в опыт души не засчитается, потому что вы подготовились. Не было эффекта спонтанности, потому что, может быть, бы вы ее спасли, а может быть, сами испугались и пробежали бы мимо. Или даже внимания не обратили. Ну, подумаешь, лежит тут и лежит, пусть. Вот, поэтому самое главное в любом опыте, необходимом в вашей жизни, это спонтанное реагирование, не готовясь. Тогда это считается чистый опыт. Ну, давайте разбираться с предназначением вашим. Значит, самое первое, то есть я повторяю, что опыт разнообразный в разнообразных сферах жизни. Самое первое, что выбирает душа, когда она приходит в этот мир, перед приходом в этот мир, это пол. Мужчина придет или женщина. И, то есть вы пришли, вам нужно получить в вашем, да, вот в моем женском теле женский опыт, либо в вашем мужском теле мужской опыт. Встречаются часто перевертыши. Что это такое? Рождается девочка, характер, энергетика, повадки мальчика. Рождается мальчик, весь такой нежный, весь такой мягенький, прям вот даже что такое драка, он даже не знает. Почему такие вот перевертыши бывают? Кстати, в наше время таких очень много. Перенакоплен опыт противоположного пола. Да? То есть, если родилась девочка
очень такая боевая, значит, перенакоплен опыт мужских воплощений, сейчас нужно скомпенсировать этот опыт, и поэтому родилась в теле девочки, нужно себя вести, да, энергетически, понять свою женскую суть, развиться, то есть как девочка. То же самое с мальчиками. Перенакоплен опыт был женских воплощений, следовательно, сейчас нужно получить именно мужской опыт. Какой опыт получить в семье? Это следующий этап, да, то есть вы родились, и сейчас, на данный момент, неважно сколько вам лет, вы играете какую-то роль, да, вы дочь, сын, мама, папа, брат, сестра, там, дядя, тетя, неважно, то есть вам нужно получить опыт какой-то роли или каких-то ролей в вашей семье. Дальше самое распространенное, с чем путают предназначение, да, это какой труд, кем вам трудиться в социуме, да, то есть какую профессию выбрать. И на этот вопрос больше отвечает не регрессия, на этот вопрос лучше отвечает нумерология или астрология. Поэтому, когда человек приходит, даже если ему 45, и он еще не знает, кем хочет быть, когда вырастет, даже если у него дети, внуки и 3 кота, я все-таки стараюсь с человеком поговорить на другом языке, да, то есть на языке планеты чисел, разложить ему ситуацию, не касаясь регрессии, потому что в 90% случаев он из регрессии никакой глубины не вынесет, потому что человек, во-первых, не понимает запрос, во-вторых, ну, что отвечает Высшее Я часто на регрессии вот таким людям, которые себя ищут в социуме, кем реализоваться, ну, служить, любить предназначение, что там еще, с людьми общаться, ну, и плохой опыт тоже иногда бывает. Ну и что, вот опять он получил эти общие слова, вышел и не знает опять куда идти, опять вопросы, да, поэтому, чтобы не быть разочарованными, я вам заранее уже говорю, что если вы пришли с запросом о социуме, вы для себя навряд ли там что-то вынесете. Бывают люди, ладно, я о них попозже скажу. Так, значит, с обществом разобрались. Дальше. Следующий опыт – это опыт, который необходимо получить в кругу друзей, любимых, либо коллег. Да? То есть каким вы другом будете или подругой, каким вы будете как коллега на работе и так далее. Дальше следующий опыт – это получить опыт как человек. Ну, тут самое большое количество вопросов, потому что все считают, что мы люди, да, то есть если я в теле человека, да, то я человек. Нет, поверьте мне, то есть человек у нас начинается от 4-й чакры, от сердечного центра. Все, что ниже, если точка сборки человека, да, на котором договор, на котором человек существует с миром, если она ниже вот этой точки, то это еще такой, как я называю, мозг инстинктов. Что такое быть человеком и получить человеческий опыт? То есть, опять же, дается ситуация, допустим, вы наедине с собой, у вас есть возможность что-то взять, не ваше, то, что вам не принадлежит, да, грубо говоря, украсть, там, своровать. И как вы поступите, да? То есть никто не видит, никто никому не скажет, вы один. Как вы поступите? Вы возьмете все-таки чужое или нет? Когда человеку будет плохо, он будет в беде, вы поможете, либо вы пройдете мимо. Что еще? Когда что-то происходит, да, какая-то ситуация, где перепалка, допустим, да, вы уступите или вы будете агрессировать. И это не значит, что всегда нужно быть белым и пушистым. Быть человеком — это значит реагировать на ситуацию без внутреннего клокотания, да, то есть когда вы спокойно на все реагируете. Потому что некоторым людям нужно и отказ получить, и какой-то вот негативный посыл дать, но он чтобы был не эмоциональный, то есть спокойно. Отказ не в сердцах, что да ты, да, пошел ты, а ну извини, да так, вот, ну сегодня не твой день. Следующий опыт. Принадлежность человека к какому-то народу или родине. То есть вы родились на какой-то территории, в какой-то принадлежите какому-то там этносу, да, то есть, допустим, вы родились на территории, у вас гражданство российское, и вы корнями россияне, да, то есть мама, папа тоже россияне.
Вам необходимо получить опыт на вот этой территории у этих людей. Вы родились в Европе, допустим, во Франции, вы француз, там совсем другая ментальность. Вам нужно получить этот опыт, совсем другой опыт. Это тоже нужно понимать, потому что европейцы очень сильно от нас, русских, отличаются. Так, дальше. Получить опыт как член какого-либо эгрегора. Ну, опять же, эгрегор — это может быть народность, да, и, допустим, эгрегор может быть предприятий, но может быть еще такой распространенный очень эгрегор — это эгрегор религии. Да, то есть вы родились, вас уже родители в какую-то религию ввели, останетесь ли вы в ней, что-то возьмете от нее положительного, отрицательного, уйдете вы от нее, станете атеистом, в другую религию перейдете, неважно. То есть такой опыт вам тоже нужно получить в душе, она тоже это планирует. Ну и последнее, самое интересное, это опыт как душа получить. Что значит опыт как душа? Есть люди, которые очень такие самосознательные, у которых тело, ум и дух связаны, да, то есть внутренний стержень выстроен, и такие люди в мире находятся осознанно, живут осознанно, делают какие-то поступки осознанно. И вот когда такой человек приходит на регрессию с вопросом предназначения, таких я беру обычно, практически без вопросов, да, интересненько, конечно, что там чего человек пришел, но таких я с пристрастием не допрашиваю, потому что здесь видно посыл души. И вот такие люди для себя в регрессии на вопрос о предназначении очень часто получают, замечательные ответы, и вот то, что им нужно в момент здесь сейчас. Остальным предназначенцам и предназначенкам большое просто просьба, пожалуйста, разберитесь с собой. Я понимаю, что регрессия очень раскручена, очень интересный опыт, я согласна, но той глубины, которая необходима, вы не получите там. Регрессия — это труд и терпение, да, это даже с одной стороны какая-то рутина, которую нужно выдержать, чтобы понять, а для чего мне это. И когда вы это проходите, и вам там в конце, опыт жить, любить. То есть человеку обычному это просто, ты чё, это я и так это знаю, что мне жить, любить. Поэтому, пожалуйста, либо доработайте еще до этой глубины обычными сессиями, да, докрутите себя, да, либо если не можете, я могу в этом помочь, но если я отказываю в регрессии, пожалуйста, не обижайтесь, просто не сейчас. Всем спасибо.